Приветствую всех на моем канале и предлагаю сегодня связать шапочку Бини крючком с отворотом. Эта модель актуальна уже не один сезон, ее носят, любят и она многим подходит. А учитывая то, что шапка вяжется очень быстро, буквально за пару часов, то связать ее можно в разных расцветках. В этом видео я покажу, как связать шапочку с отворотом, а в других моих мастер-классах вы найдете уроки по вязанию вот такого замечательного шарфа в комплект или такой же шапочки, но уже без отворота, что тоже смотрится очень интересно. Итак, давайте приступать к вязанию шапочки Бини. Всех приветствую еще раз, и сегодня мы с вами будем вязать шапочку Бини с отворотом. Шапочка вяжется крючком, эластичной резинкой, и она отлично растягивается. Шапочку мы будем вязать одним полотном. Она имеет шов, который у нас проходит сзади. Мы будем шапочку сшивать. Вот так вот шовчик выглядит. Его практически незаметно. И когда мы шапочку вывернем, сделаем подворот, то, как видите, вот с лицевой стороны у нас его вообще не видно. Только немножко на подвороте, если совсем уж присмотреться. Итак, из какой пряжи мы будем вязать нашу шапочку? Эту шапочку я вязала из пряжи Янард Альпина Альпака. Здесь в 150 граммах 120 метров. И состав альпака, шерсть и акрил. Также для вязания такой модели шапочки подойдет пехорка осенняя. Здесь уже 200 грамм. То есть здесь у нас 150, в пехорке 200 грамм. И в Альпина Альпака 120 метров, здесь 150 метров. И та пряжа отлично подходит, что у одного производителя, что у другого производителя широкий ряд расцветок, есть из чего выбрать, поэтому выбирайте свою расцветку и давайте приступать к вязанию. Сегодня я буду вязать шапочку из пряжи пехорка осенняя. Цвет светло-серый 0,8. Еще раз повторю, это 150 метров 200 грамм. Для вязания шапочки основного полотна мне потребуется крючок номер 7. И для того, чтобы сшивать шапочку, нам потребуется крючок номер 6. Итак, я беру крючок номер 7. Открываю моток. Итак, я беру пряжу, крючок номер 7 и обычным способом набираю 35 воздушных петель плюс 2 воздушные петельки на подъем. Итак, набираем 35 петель. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Набираем 35 петель плюс 2 петельки на подъем. Всего нам нужно набрать 37 воздушных петель. И вот я набрала 35 воздушных петель, набираю еще 1-2 воздушные петельки на подъем. И далее мы будем вязать по цепочке в обратном направлении. Вводим крючок во вторую петельку от крючка. Вот первая петелька, вторая, и далее будем вязать столбиками без накида. Вводим крючок вот во вторую петельку и провязываем столбик без накида. Провязали столбик без накида, это у нас первый столбик. И далее по цепочке нам нужно провязать всего 24 столбика. То есть один мы провязали, нужно провязать еще 23. Вот провязали один, в следующую петельку вяжем второй столбик, третий, четвертый, пятый. И так вяжем по цепочке 24 столбика. Я довязываю 24 столбик. И вот у нас еще следующая петелька.
Вот всего я провязала вот так, у меня получается 24 столбика. И в следующую петельку я ввожу крючок, как бы в 25 петельку ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и соединительную петельку протягиваю через петельку. Вот так вот провязала. Одна воздушная петелька. И теперь мы будем разворачивать вязание. Развернули вязание. И далее все вязание нашей шапки мы будем вязать за заднюю стеночку. Что такое задняя стеночка? Вот смотрите. Вот у нас столбик предыдущего ряда, который состоит, вот получается, из двух стеночек. Вот они, видите? Вот эта, которая ближе к нам, это передняя стеночка, которая дальше, вот это задняя стеночка. И мы должны теперь всю шапку мы будем вязать только за заднюю стенку, вот за эту. То есть мы вводить крючок будем не в полную петлю, не в обе стеночки, а мы подхватим только вот эту заднюю стеночку. Вот видите, вот передняя, а вот это задняя, только заднюю стеночку подхватываем. И будем провязывать столбики без накида. Так как мы по цепочке провязали 24 столбика и в 25 петельку соединительную петлю провязали, то когда мы сейчас в обратном направлении назад по цепочке будем провязывать, у нас должно получиться 25 столбиков. Вот первый я провязала за заднюю стеночку, вяжу второй столбик за заднюю стенку, третий также за заднюю стенку, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот видите, как рельефно у нас получается. У нас будет получаться такая рельефная резиночка. В чем еще нюанс? Когда мы будем вязать, вот мы, допустим, провязали цепочку воздушных петель, вот у нас 35 воздушных петель, развернулись, петли подъем провязали и пошли вязать вверх. Мы провязали 24 столбика плюс 1 соединительная петелька. Петельку подъема провязали на ряд и пошли опять вязать назад. Здесь важно каждый раз, что мы в одном направлении будем вязать, что в другом, четко просчитывать петли, сколько мы вяжем. Потому что если вы где-то не довяжете в начале одну петельку, либо в конце вы не провяжете одну, у вас может быть шапочка, вот когда мы ее развернем, вот этот вот кромочный ряд, он может неровным быть. Это заметно будет, во-первых, и некрасиво. И я дальше также за заднюю стеночку провязываю до конца. Когда я подхожу к концу ряда, мне вот осталась предпоследняя петелька и последнюю петельку, которая у нас будет приходиться вот на наш отворот, мы ее провязываем не за заднюю стеночку, а за полную петлю, то есть за обе стеночки мы провязывать будем всегда в каждом ряду, когда будем закрывать ряд, чтобы у нас получился красивый вот здесь отворот. Поэтому мы провязываем за полную петлю столбик без накида. Провязали, опять 2 воздушные петельки на подъем, 2 воздушные петли на подъем. Мы всегда будем начинать вот именно вот этот отворотный ряд, он у нас будет всегда начинаться с 2 воздушных петель подъема. Разворачиваем вязание и опять начинаем вязать за заднюю стеночку. Вяжем по цепочке вверх. Здесь у нас должно получиться опять 25 столбиков, поэтому мы опять начинаем просчитывать и вязать 25 столбиков. Вот я подхожу к окончанию цепочки к нашей. Вот я провязываю 24 столбик, я все вяжу за заднюю стенку, 25 столбик. Вот у нас вот так вот получилось.
это у нас отворотная часть, это вот где воздушные петельки. Провязали 25 столбиков, и теперь далее мы будем прибавлять на каждый ряд по 2 столбика, по 2 петли. Вот, смотрите, мы провязали 25. Теперь на нашей цепочке вот сюда, в следующую воздушную петельку, мы провязываем столбик без накида, провязали. Это 26 получается, а в 27 вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем соединительную петельку, чтобы у нас аккуратный плавный скос был. Провязали, опять одна воздушная петелька, то есть здесь вот, которая у нас идет на макушечку ряды, мы провязываем одну петельку на подъем. В конце ряда, который ряд у нас идет на отворот, вот здесь мы будем ряд начинать с 2 воздушных петель, то есть запоминаем скос вот этот вот на шапочке, мы на новый ряд, когда возвращаемся вязать к отвороту, мы всегда будем начинать с одной воздушной петельки подъема. В конце ряда отворотного, вот этого, который будет ложиться на отворот, мы начинаем с 2 воздушных петелек подъема. Провязали одну воздушную петельку, опять разворачиваем вязание, находим заднюю стеночку, вот она у нас, вводим крючок сюда и провязываем столбик без накида. Сейчас у нас должно получиться, мы будем вязать в обратном направлении 27 столбиков. Провязываем до конца. И вот я провязала 26 столбиков, подхожу к концу ряда и провязываю опять. Помним, да, что здесь мы провязываем последний столбик не за заднюю стеночку, а за обе стеночки. То есть провязываем полный столбик. Провязали 2 воздушные петельки на подъем, разворачиваем вязание и опять вяжем по цепочке вверх 27 столбиков до конца ряда. Вот я подхожу к концу ряда, провязала 25 столбиков, 26, 27. И теперь мы опять должны добавить 2 столбика. 28, вот 28 петелька, провязываем столбик без накида. И 29 петельку вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем соединительную петельку. Вот так вот. Опять провязываем 1 воздушная петелька, разворачиваем вязание, находим заднюю стеночку, вот она у нас. Вот. Вводим сюда крючок и в обратном направлении провязываем уже 29 столбиков. Не забываем их считать. В конце ряда 29 столбик я ввожу крючок за обе стеночки, протягиваю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Провязала 2 воздушные петельки на подъем, разворачиваю вязание и опять вяжу в обратном направлении 29 столбиков за заднюю стеночку. Вяжем мы в сторону цепочки из воздушных петель, провязываем 29 столбиков до макушечки вот этой и будем дальше прибавлять. 27 столбик у меня, 28 и 29 всю заднюю стеночку провязала. Прибавляем еще 2 петельки. 29 я провязала, в следующую вот в эту петельку на нашей цепочке я провязываю 30 столбик и в 31 петельку ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и соединительную петельку провязываю. Вот так у нас получается вот такой вот скос. Провязали воздушную петельку, разворачиваем вязание
И опять в обратном направлении за заднюю стеночку опять провязываем. Сейчас вяжем 31 столбик. И опять не забываем просчитывать. 30 провязала, 31 вяжу за обе стеночки, это у нас отворотный край. 31, 2 воздушные петельки на подъем, разворачиваю вязание и начинаю вязать в обратном направлении в сторону макушки. Сейчас у нас должно быть также 31 столбик получаться. Провязываем в сторону макушки и на цепочке добавим еще 2 петельки. 31 петельку на макушке провязываю. И мне нужно добавить теперь еще 2 петельки. Я 31 провязала, в 32 петлю провязываю столбик без накида. И в 33 петельку ввожу крючок и соединительную петельку протягиваю. Протянула. Провязываю одну воздушную петельку подъема, разворачиваю вязание и опять провязываю заднюю стенку до конца ряда. Сейчас у нас должно получиться 33 столбика. Провязываем до конца. В конце ряда провязываем 2 воздушные петельки на подъем, разворачиваем вязание и провязываем в обратном направлении. То есть мы сейчас вяжем сюда, у нас получается к отворотному краю мы должны провязать 33 столбика. Провяжем 2 воздушные петельки на подъем, провяжем в обратном направлении опять 33 столбика и опять будем добавлять петельки. Провязываю 33 петельку. И теперь дальше по цепочке мы провязываем 34 столбик. И в 35 петельку вводим крючок и протягиваем соединительную петельку. Протянули, провязали одну воздушную петельку на подъем. И теперь в обратном направлении вяжем 35 столбиков без накида. Все вяжем за заднюю стеночку. Вяжем до конца отворотного ряда. Итак, вот мы провязали в обратном направлении 35 столбиков. Наша шапочка, это у нас будет один клин. То есть он будет начинаться с 25 столбиков и заканчиваться 35 столбиками. Наша шапочка будет состоять из один клин, вот второй клин, третий и четвертый. То есть нам нужно провязать 4 вот таких клина. Как мы будем дальше вязать второй клин? Вот мы закончили 35 столбиков. Следующий ряд мы опять также начинаем с 2 воздушных петелек подъема. Провязали 2 воздушные петельки подъема и опять начинаем вязать по цепочке вверх. Но мы начинали, помним, что мы провязывали 24 столбика и 25 соединительной петелькой провязывали полустолбик, то есть соединительную петельку. Поэтому сейчас мы вяжем опять 24 столбика. Вот я провязала первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 24 столбика. 22, 23 столбик и 24 я столбик провязала. А вот 25 столбик, куда мы будем соединительную петельку вязать, я не за заднюю стеночку провяжу соединительную петельку, а за полный столбик, за обе стеночки я вяжу крючок, подхвачу рабочую нить и протяну. То есть соединительную петельку мы всегда будем вязать за полную стеночку. Провязали, опять 1 воздушная петелька подъема и вяжем назад, также за заднюю стенку. У нас должно получиться 25 столбиков. Вяжем в обратном направлении 25 столбиков, провязываем. В конце ряда
Также 2 воздушные петельки на подъем, разворачиваем вязание и вяжем к макушечке также 25 столбиков. И я покажу, как мы далее будем прибавлять еще 2 петельки. 24 столбик, это я уже вяжу к макушечке, 24, 25 также за заднюю стеночку. И далее, как мы будем прибавлять петельки. Вот мы провязали 25, дальше 26 вяжем за обе стенки полный столбик, 26, а 27 также за полный столбик провязываем соединительную петельку. Вот так вот. Опять воздушная петелька на подъем, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении 27 столбиков за заднюю стеночку. Двадцать шестой столбик, 27 все за заднюю стеночку вяжу, вот вяжу уже в сторону макушечки, 27 провязала, 28 столбик опять мы провязываем столбик без накида за полную стеночку, за полную петлю, это 28 и 29 вводим крючок опять за обе стеночки, за полную петлю и соединительной петелькой протягиваем. Протянули, добавили 2 петельки, 1 воздушная петля, разворачиваемся и вяжем в обратном направлении. И у нас вот так вот получается, мы начинаем вязать второй клин. И так нам нужно провязать 4 клина. Точно таким же образом, у нас ничего не меняется. Мы провязываем, добавляем по 2 петли, начинаем с 24 столбиков, 25 соединительную петельку провязываем. В конце ряда отворотного провязываем 2 воздушные петельки подъема, на макушке у нас 1 воздушная петелька подъема. В закрепленных комментариях я обозначу вот вязание первого клина, и потом, чтобы вам было понятнее, как вязать следующие клини, я напишу вязание второй клин первый ряд, вязание второй клин второй ряд. То есть вы увидите, как начинать третий клин, четвертый клин, они ничем не будут отличаться, вот как сейчас мы делали прибавки в петельках, чтобы у нас равномерно было поднятие вот этого каждого ряда на каждом клине. Итак, провязываем мы 4 клина. Вот мы сейчас начали провязывать второй. Также провяжем до конца, будем прибавлять по 2 петельки. Провяжем 4 клина, и я покажу, как мы будем сшивать нашу шапочку, как мы будем ее завершать. И вот я провязала 1, 2, 3, 4 клина я провязала, и теперь мы будем сшивать нашу шапочку. У меня совсем немножко осталось ниточки, мне этого не хватит, и я сейчас присоединю ниточку, покажу вам, как я это делаю. То есть вот у меня одна ниточка, я беру вторую ниточку, они у меня смотрят в разном направлении, одна в одно направление, другая в другое направление. Я беру одну ниточку и завязываю узел вокруг другой. Вот у меня эта ниточка, я беру эту и завязываю узелок вокруг первой нити. Все, завязала. Теперь эту ниточку я завязываю вокруг вот второй ниточки. Вот так завязала. У меня 2 узелка. Теперь я беру первую ниточку и вторую и тяну их в разные стороны. Тем самым у меня узелки съехались друг к другу. Все, я соединила. Теперь я беру ножнички и обрезаю хвостики. Обрезаю хвостики вот под самый-самый корешок, под самый узелок. Все, я обстригла, и теперь наш узелок, он никогда не развяжется. Итак, все, мы закончили вязать шапочку, и теперь мы ее будем сшивать. Для этого мы возьмем крючок меньшего размера, понадобится крючок 6. Шапочку я вязала крючком 7.
сшивать буду крючком номер 6. Итак, чтобы у нас особо не было видно перехода, вот я сложила шапочку вот так вот. Вот эта рабочая ниточка у меня осталась, вот она смотрит на меня. Я разворачиваю вязание, нахожу вот последнюю петельку, подхватываю вот рабочую ниточку, сюда ее протягиваю, протянула и хорошенечко затягиваю. Затянула и провязываю соединительную петельку. Все, соединила. Разворачиваю опять, так как мы будем вязать справа налево. Развернула, подхватываю рабочую ниточку и еще раз вот в эту же петельку, вот у нас последняя петелька была, ввожу я крючок вот в последнюю петельку, вот откуда я вытягивала ниточку, и в последнюю петельку второй части. Вот у нас будет вот одна часть, вторая часть. Я ввела крючок под обе петли и протягиваю вот так вот. Вот, все, я закрепила. И у нас получается, вот видите, не будет здесь какого-то вот такого ступеньки перехода. Все, мы соединили обе планочки. И теперь мы будем соединять в каждую петельку под полную петлю одной планочки и второй. У нас на одной планочке полные петли, а на второй планке у нас воздушные петли, которые мы набирали на начало ряда, когда вязали шапочку. Поэтому здесь мы на одной планке мы провязываем под обе стеночки, а здесь мы будем провязывать на другой планке нашей шапочки под воздушные петли. Вот так вот. Ввели крючок, у нас и одна планка, и вторая планка на крючке. Первая, вторая. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем. Вот так вот. Сильно мы не стягиваем, чтобы у нас вот этот шов не был стянутый. Опять вводим в одну петельку, во вторую петельку. Подхватили рабочую нить и провязали. Вводим в одну петельку, во вторую и протягиваем рабочую нить, провязываем. В одну ввели, во вторую и провязываем. И таким образом у нас будет вот так получаться. Видите, у нас тут ступеньки нету, все хорошо, и мы провязываем до самого конца. Когда мы будем подходить к макушечке, я покажу, как здесь будем мы соединять. Вот я подошла к макушечке, я соединяю вот последняя петелька в последнюю петельку. Соединила. И теперь нам нужно, вот у нас тут воздушная петелька, цепочка. Нам ее нужно развязать, распустить. Вот. Я развязала, вот ниточка у нас осталась. Здесь мы последнюю петельку мы соединили, вот мы немножечко ниточку оттянули, и мы ее обрезаем. Обрезали. Все, теперь мы будем стягивать макушку. Можно взять, конечно, иголочку для сшивания. Если у кого есть, вставить ниточку в иголочку и пройтись по всей макушке. Но у некоторых этого может не оказаться, поэтому я покажу, как это можно сделать крючком. То есть вот у нас макушечка. И вы видите, что у нас также на макушечке вот они есть наши петельки, которые мы вязали по окончанию ряда. У нас есть здесь петельки. Поэтому мы берем крючок и вот так вот макушечку протягиваем нашу ниточку. То есть вы можете сами тут определять, в какие дырочки протягивать нам нашу ниточку. То есть равномерно старайтесь это делать. Вот так вот мы протягиваем в петельки. Вот, протянули.
и затягиваем. Затянули. А вот эта вот ниточка у нас от воздушной цепочки осталась. Мы их вместе просто на узелок завязываем, затягиваем. Можно на 2, на 3 узелка. Вот. И по итогу наша шапочка готова. Можно макушечку, допустим, как-то так вот оформить красиво. Вот эти вот ниточки, чтобы их куда-то не прятать. Можно их, в принципе, спрятать. Можно так вот сделать. Такой хвостик. И отстричь. И вот так это будет у нас внутри шапочки. Все, наша шапочка готова. Мы выворачиваем ее наизнанку. Вот так у нас выглядит с изнаночной стороны наш шов, которого вообще практически не видно. Макушечку мы вот так распрямляем пальчиком изнутри. Вот такая шапочка у нас получилась. Мы делаем отворот. И посмотрите, какая замечательная, чудесная шапочка у нас получилась. На вязание этой шапочки у меня ушел один моток пряжи пихорка осенняя. И мне немножечко буквально не хватило, чтобы сшить шовчик, чтобы соединить нашу шапочку. Это зависит от того, что разные скрутки пряжи. Сама ниточка бывает где-то толще волокно, где-то тоньше. От этого зависит. Потому что мне некоторые девочки писали и говорили, что взяли моток, и этого мотка хватило только на 3 клина шапки, на 4 не хватило. Опять же, это не из-за того, что я сказала, что нужен один моток, а из-за того, что скрутка разная бывает. От разного лота, от разной серии пряжи. Поэтому это все зависит от производителя, но я всегда говорю, лучше возьмите на один моток побольше, чем вам не хватит, и вы потом возьмете разные расцветки пряжи под одним номером, но оттенок будет другой. Поэтому в моем случае вот всегда мне, в принципе, вот когда я вязала, например, вот эту желтую шапочку, вот видите, даже она кажется, что несколько крупнее. Только из-за того, что разная скрутка, разная воздушность пряжи. И здесь у меня в желтое ушел ровно один моток. Я не добавляла, и мне, в принципе, все хватило. И, в принципе, шапка связана одинаково, но она, видите, вот смотрится она больше. Все зависит от пряжи. Также вот как розовая, точно так же. Все связано из одного мотка, но она выглядит несколько побольше. Все зависит, опять же, повторюсь, от того, какая скрутка именно у этой пряжи. Даже может зависеть не только от толщины, а еще вот бывает такие вот, если, допустим, вот вы посмотрите, здесь я поближе покажу, видите, вот вкрапления бывают такие вот беленькие, они дают еще толщину какую-то. Также это вот пряжа Янард. А в пихорке тоже бывает, попадаются такие, они могут давать толщину, из-за этого может шапочка оказаться объемнее. Но в любом случае шапочка у нас получилась. Рекомендации по стирке такой шапочки. Эту шапочку именно что в пряже пихорка, что в пряже Янард. Ее можно стирать в стиральной машине на температуре 30 градусов, обязательно в строгом мешочке. Выворачиваем наизнанку, в тугой мешочек заворачиваем любое жидкое моющее средство, не используем кондиционеры и отбеливатели. Отжим на минимальных оборотах, это максимум 600 оборотов на отжим, и машинная стирка разрешена. Поэтому вяжите шапочку, носите с удовольствием. Если вам было приятно со мной вязать, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить еще более интересные видео. Ставьте лайк, мне было приятно, и до новых интересных мастер-классов.